Топ-10 лучших танков мира. В 21 веке танки все так же остаются грозной военной техникой на поле боя, которая способна переломить ход боя. Сегодня все современные армии мира по-прежнему используют танки, поэтому давайте попытаемся сравнить, какие танки являются самыми лучшими, и узнаем, какой из них возглавит топ-10 лучших танков мира. Начнем. Номер 10. Открывает наш топ-танк Т-90М, российский основной боевой танк. Он был создан в 2017 году и является продолжением семейства танков Т-90. Отличается от предыдущей версии более широким использованием электронных систем и лучшим прикрытием динамической защитой. Использует форсированную версию устаревшего двигателя В2 от танка Т-34. Поэтому ненадежен, часто перегревается и выходит из строя, особенно в условиях жаркого климата. В таких условиях он чаще всего используется ночью. В Индии Т-90С получил прозвище «Ночная бабочка». Номер 9. Тип 99А2. Китайский основной боевой танк. Создан в 2011 году. Имеет более мощный двигатель и более лучшие электронные системы, чем у российского Т-90М. Тип 99А2 показал свою надежность в условиях жаркого климата. Выигрывает по цене у Т-90М. Номер 8. Челленджер 2. Британский основной боевой танк. Был создан в 1988 году. С тех пор постоянно усовершенствовался. В 2008 году был сильно модернизирован. Получил новый двигатель, пушку и электронные системы. Танк отличается своей надежностью и очень хорошей бронезащитой. Доказал свою эффективность против советских танков в Балканском вооруженном конфликте и во Второй Иракской войне. Надежен в условиях жаркого климата. Номер 7. К-2. Черная пантера. Южная Корея. Танк был создан в 2011 году, один из самых дорогих танков в мире. Вобрал в себя многие конструктивные элементы танков стран НАТО. Имеет пушку на основе немецкой RH-120 и механизм заряжания на основе танка АМХ-56 Леклерк. Танк имеет очень высокую скорострельность до 15 выстрелов в минуту. Использует много электронных систем и надежен в условиях жаркого климата. Номер 6. Тип 10. Японский основной боевой танк. Был создан в 2008 году, с тех пор постоянно усовершенствовался. В танке используется новейшая японская пушка GCW-120L44. Она унифицирована с немецкой RH-120L44. Японская пушка создана на основе нанотехнологий, поэтому сильно превосходит немецкую RH-120L44 и находится на одном уровне с немецкой Rheinmetall 120L55. При этом в Японии на основе нанотехнологий были созданы снаряды повышенного могущества. Это вольфрамовые оперенные бронебойно-подкалиберные снаряды с возможностью самозатачивания. Ранее такой эффект наблюдался только в снарядах с урановым сердечником. Также новые снаряды имеют усиленный метательный заряд. Использование таких снарядов разрушает немецкую пушку, поэтому огонь ими можно вести только с японской GCW-120L44. Танк имеет очень хорошее бронирование модульного типа с использованием нанотехнологий. В броневых модулях применена в том числе новейшая нанокристаллическая броневая сталь и новый вид бронекерамики. В результате удалось достигнуть сильного уменьшения массы, примерно на 40%, в сравнении с ранее используемой броневой сталью, например, как в японском Тип 90. В итоге, новый танк Тип 10 получился очень легким. Это дало возможность сильно усилить его бронирование со всех сторон. На испытаниях японские военные обстреляли в лоб свой же танк с пушки GCW-120L44 с расстояния всего в 250 метров, и броня танка выдержала такой обстрел. Применение нанотехнологий делает японский танк одним из самых защищенных в мире и в то же время одним из самых легких и мобильных танков. Номер 5. Меркава МК-4.
Израильский основной боевой танк. Был создан в 2004 году. С тех пор постоянно усовершенствовался. Имеет относительно скромное лобовое бронирование на уровне танков предыдущих поколений, но благодаря нестандартной компоновке танка он выигрывает по защищенности экипажа. Двигатель размещается в передней части танка, а экипаж в корме. Это очень сильно повышает выживаемость экипажа. Поэтому Меркава опережает в рейтинге предыдущие танки. Кроме этого, танк может размещать в корме до 6 десантников. Меркава-4 с 2008 года стала оснащаться комплексом активной защиты Трофи, который дополнительно защищает танк от попадания в него боеприпасов противника. Номер 4. Французский AMX-56 Leclerc. Создан в 1990 году, с тех пор постоянно усовершенствовался. В 2007 году вышла его версия под обозначением С-21. Танк включает новый пакет композитной брони, содержащий вольфрам и титан. Танк использует много современных электронных систем и передовые прицельные комплексы, в комплект которых входит автоматическое управление дополнительным пулеметом против атакующих боеприпасов. Такая система не раз сбивала противотанковые управляемые ракеты, выпущенные противником в танк. Также полный электронный контроль над всеми системами танка делает его очень экономичным. Это увеличивает его запас хода. Однако при этом ходовая танка оказалась не очень надежной. Leclerc имеет механизм заряжания в корме башни, возможно, один из самых современных и надежных. Скорострельность 10 выстрелов в минуту. Танк уступает по скорострельности К2 Черной Пантере, однако весь механизм заряжания Leclerc полностью отделен от экипажа в корме и находится за защитной перегородкой. В целом, танк Leclerc опережает большинство конкурентов по совокупности параметров защищенности и огневой мощи. Номер 3. Американский М1А2 Абрамс. Базовая модель этого танка впервые была создана в 1978 году и после этого постоянно усовершенствовалась. В 2015 году был создан вариант М1А2 СЭП версия 3 Абрамс. Комплект обновления включает использование новых электронных систем, прицельных комплексов, улучшение бронирования. Абрамс стал одним из первых танков, где начали применять компьютеры. И сегодня этот танк является одним из лидеров по электронным системам. М1А2 использует броню с добавлением урана, что делает ее сверхпрочной. В лобовой проекции толщина брони танка достигает около 1 метра. Это делает этот танк практически неуязвимым для большинства танковых боеприпасов. Боекомплект танка расположен в специальной нише в корме башни и отделен от экипажа. Это дополнительно обеспечивает безопасность солдат. Использование Абрамса в различных точках мира показало его высокие боевые возможности. Он имеет высокую огневую мощь, защищенность и мобильность. Используя газотурбинный двигатель, танк имеет высокую подвижность, но при этом двигатель подвержен быстрому износу в условиях сильной запыленности воздуха. Также имеет более высокий расход топлива и меньший запас хода, чем большинство танков. М1А2 использует немецкую пушку RH-120, которая выпускается в США под названием М256. На танке имеется адаптированная израильская система активной защиты Рафаэль Трофи. Она позволяет защитить танк от попадания в него противотанковых боеприпасов противника. Система сбивает противотанковые управляемые ракеты и реактивные гранаты, которые приближаются к танку на относительно невысокой скорости. В целом, по совокупности возможностей, М1А2 Абрамс уверенно выходит в топ-3 танков мира. Номер 2. Немецкий Леопард-2. Танк был создан в 1978 году, с тех пор постоянно усовершенствовался. В 2010 году был представлен Леопард-2А7+. Несмотря на массу в 70 тонн, танк имеет очень хорошую маневренность, которая обеспечивается мощным двигателем и высокотехнологичной трансмиссией. Танк использует известную на весь мир пушку RH-120, которая сильно усовершенствована. Немецкая надежность и мощная броня танка делают этот танк один из самых защищенных танков в мире.
Леопард-2 использует современные передовые электронные системы и прицельные комплексы. Танк имеет один из лучших показателей точности стрельбы, особенно в движении, среди всех танков мира. Отличается своей надежностью и хорошо показал себя в условиях жаркого климата. В боевых условиях не раз подтверждал свою высокую эффективность. Леопард-2 часто занимает первые позиции в танковых соревнованиях в мире, часто получая первое место. По боевым возможностям и бронированию не уступает танку Абрамс, однако имеет более лучшее бронирование башни танка. Леопард-2 очень востребован в мире, где он находится на вооружении многих стран. Танк продолжает постоянно усовершенствоваться. И Леопард-2А8 этому яркий пример. Военные инженеры планируют модернизировать предыдущие версии танка до версии Leopard Revolution. Эта версия имеет еще более лучшее бронирование и усовершенствованные электронные системы. Опыт боевых действий в мире показал, что танки необходимо прикрывать со всех сторон. Поэтому в Леопард-2А8 сделан акцент на всеракурсное прикрытие модулями защиты. По совокупности боевых возможностей этот танк уверенно занимает вторую позицию рейтинга. И, наконец, номер 1. Украинский БМ «Оплот». Танк был создан в 2008 году, с тех пор постоянно усовершенствовался. Использует современные электронные системы, имеет мощные прицельные комплексы, которые находятся на уровне ведущих танков мира, а по некоторым характеристикам превосходят их. БМ «Оплот» имеет высокую точность стрельбы, особенно в движении, поэтому показателю он не уступает немецкому «Леопарду». Механизм заряжания танка обеспечивает ему высокую скорострельность на уровне до 10 выстрелов в минуту. БМ «Оплот» имеет сравнительно небольшой вес – 51 тонну, и двигатель мощностью 1200 лошадиных сил. Это дает ему высокую мобильность. По удельной мощности танк сильно превосходит практически всех конкурентов. БМ «Оплот» имеет самый компактный танковый двигатель в мире, который по мощности не уступает мировым аналогам. Дизель украинского танка является рекордсменом по компактности и соотношению мощности к массе. Танк уверенно преодолевает многие препятствия, которые не под силу или с трудом преодолевают другие танки мира. БМ «Оплот» является очень надежным и показал свою высокую эффективность при использовании в условиях жаркого климата. Надежный в условиях высокой влажности, а также в жарких пустынных районах с низкой влажностью и сильной запыленностью воздуха. В то же время БМ «Оплот» очень хорошо используется в северных широтах в условиях низких температур. В броне танка используется специальная сталь высокой твердости. Это сталь электрошлакового переплава. Она обеспечивает на 15-20% лучшую защищенность, чем бронесталь средней твердости. Благодаря сильному наклону броневых листов, толщина брони в лобовой проекции составляет не менее метра. А с учетом композитных материалов, броня БМ «Оплот» существенно превышает 1 метр обычной броневой стали. То есть в лобовой проекции танк имеет бронирование на уровне минимум 1100 мм в сравнении с обычной сталью. Башня танка имеет еще более лучшее бронирование. Толщина ее брони достигает 1100 мм. Добавляем к этому крупные защитные блоки вокруг башни, которые сами по себе представляют собой пассивное бронирование. Еще в башне также используется высокопрочная броня с электрошлаковым переплавом, а также имеется композитный наполнитель внутри бронемодулей башни. Все это повышает бронирование башни до 1300-1500 мм в сравнении с обычной бронесталью средней твердости. Но самое главное, танк имеет лучшую в мире динамическую защиту, которая может эффективно защищать от всех современных подкалиберных снарядов. Танк буквально запакован в такую броню, как в лобовой проекции, так и по бокам. Это делает его невероятно живучим на поле боя. БМ «Оплот» использует комплекс динамической защиты «Дуплет», который создан на основе уникальной украинской динамической защиты «Нож». Эта динамическая защита надежно защищает танк от всех известных противотанковых ракет и оперенных бронебойных подкалиберных снарядов (БОПС).
Вот как модули по бортам легко справляются с поражающим действием реактивного боеприпаса. Такое же прикрытие танк имеет и во фронтальной части. Вот пример защиты танка от противотанкового боеприпаса. Важно уточнить, что башня БМ-Оплот еще лучше прикрыта такой динамической защитой. Это хорошо видно на фото. Такие технические решения делают БМ-Оплот самым защищенным танком в мире. Ни один танк в мире не имеет такого плотного прикрытия со всех сторон. И это еще не все. На БМ-Оплот устанавливается уникальный комплекс активной защиты под названием «Заслон». Он способен уничтожать боеприпасы противника еще до попадания в танк. Уже долгое время это единственный в мире комплекс, который может нейтрализовать современные бронебойно-подкалиберные боеприпасы. Вот примеры воздействия этого комплекса на атакующий боеприпас. В целом, БМ-Оплот является, возможно, самым защищенным танком в мире и при этом не уступает другим танкам в огневой мощи и мобильности, что и выводит его в лидеры топ-10 танков мира. На этом видеообзор заканчивается. Пишите ваши комментарии и подписывайтесь на канал. До встречи с новыми интересными видео. Спасибо за просмотр.